Здравствуйте, мои дорогие девочки и мальчики! Я рада приветствовать вас на канале Айрони. Для тех, кто недавно присоединился на канале, еще раз скажу, что я никакого отношения не имею к профессиональным астрологам. Это мое хобби, я люблю наблюдать за людьми, и я выявила определенные черты характера, которые действительно проявляются у всех, например, женщин-козерожек в жизни, и я их собрала, и сейчас вам расскажу. И еще раз хочу вам сказать, что во всех знаках мужчины и женщины отличаются друг от друга характерами. Я сделала себе пометки, поехали. Сразу начну с того, что козерожки преодолевают любые препятствия, если захотят. Как правило, они этого хотят. Они идут медленно, но целеустремленно, как танк. Никакие абсолютные трудности их не остановят. Они не вспыльчивы, как огненные знаки, но они прут к своей цели, можно сказать, четко, а очень часто для окружающего их общества незаметно. Например, работала где-то в офисе, допустим, женщина, и вдруг внезапно для всех она стала начальницей отдела или она стала директором фирмы. На самом деле она шла к этому совершенно осознанно, делая четкие продуманные шаги. Козерожки вообще любят чего-то такого достигать. В карьере, в работе, в спорте, в искусстве, ну, смотря где они работают, это их основная черта. Труд их не пугает, они относятся абсолютно нормально к тому, что успех надо заработать. Каким-то образом их профессия практически всегда связана с цифрами. Даже если она балерина, даже если она в школе хорошо училась и соображала в математике обязательно, она будет какой-то медалисткой, помимо того, что она, допустим, танцевала, хорошей ученицей и, в общем, отличиться где-то в каких-то сферах, которые связаны вот с цифрами. Но вот я лично вижу вот всех козерогов, без разницы, мужчина или женщина, работниками банка. Причем они не просто работники, а больше такие вот на позиции начальника. Но они и на любой позиции в банке будут чувствовать себя на своем месте. Мне кажется, это прям их сфера. Они могут, у них есть вот дар каким-то волшебным образом организовать поступление денег, допустим, на какой-то проект, в какой-то фонд. Причем они вот эти задачи этого проекта, они будут решать лучше всего самостоятельно. Вот чтобы на ними никто не давлел, не делал им дедлайны, не подгонял их. Лучше всего дать им задачу и отдать на самостоятельное разруливание, вот, допустим, той или иной проблемы, потому что они сами рассчитают свои шаги, и так, как ему удобно, он четко придет к цели и добьется этой цели. Очень любят работу и часто бывают карьеристками девушки. Очень нравится мужчинам. Женщины с годами становятся лучше и интересней, чем они выглядели, например, в школе. Потому что они выглядят по молодости лет больше естественным образом. Они вообще не склонны к кардинальным таким там, отрезаниям волос, перекрашиваниям и так далее. Они подчеркивают свою естественную красоту, ходят, как правило, в 99% с длинными волосами. Это парадокс, но это так. С длинными волосами и в молодости, и уже позже. И они вот не склонны именно вот делать стрижки, менять что-то там такое на голове. Они не сильно экстравагантные, то есть они будут, да, в курсе трендов, придерживаться трендов, но они не будут выделяться, например, сильно в толпе. В женщины-козерожки практически вот из 100, наверное, 93% чуть ниже среднего роста, то есть высокие очень редко встречаются. Это скорее исключение из правил. Управляет козерожка всегда и везде, и в семье в том числе. Причем она управляет незаметно и, в принципе, во благо всем членам семьи. И так, как все члены семьи, короче говоря, не замечают этого управления. И она делает это очень аккуратно. Так как козероги земной знак, они стоят на земле твердо и четко, знают, что им делать,
Им надо как бы понимать, что происходит, поэтому все всякие НЛО, эзотерика, это вообще не их тема. Это фигня, которая их не касается, они ничего не видят, ни во что такое не верят, и, в общем, это не про них совершенно. Это как бы сфера, которая их не интересует. Еще у них есть отличительная черта, у всех козерогов они сдержаны в том плане, что они молчат. Причем молчат до последнего. Если вы, например, у вас встреча с козерогом, или вы договорились куда-то там поехать вместе, то они будут молчать, не звонить до последнего и не говорить, что к чему, где они, вообще предупреждать, потому что вы сами должны догадаться, что у них на уме, и вовремя расстелить красную дорожку. И это как бы для козерога само собой разумеющееся. Вот я считаю, что это минус козерога, и козероги должны больше как бы внимания уделять людям, с которыми они договариваются, потому что мысли не все читают, и предупреждать о своих намерениях. Козерожки любят работающих мужчин, активных, то есть муж или молодой человек должен быть занят работой, приносить деньги, то есть он должен монетизировать свой труд, то есть, да. Она в состоянии, и, как правило, почти все козероги умеют очень хорошо готовить. Это единицы, которые не готовят. Вкусно и готовить, и печь, и в постели у них тоже все хорошо. Хотя на людях она выглядит более такой скромной, приличной женщиной, не позволяющей себе ничего такого. На самом деле они тигрицы еще те. Они скрытные, козерожки, не особенно распространяются даже близким о своих сокровенных чувствах, проблемах, держат многое при себе. В общем, вот для меня это проблема, потому что с ними не поболтаешь вот так вот открыто, без умолку, потому что козероги не проявляют своих эмоций достаточно, они как-то сдерживают их. И эмоции, и мнения они как-то очень фильтруют и дают дозированно. Для козерожки очень важна финансовая семейная база, как я уже говорила. Всякие там раи в шалаше – это вообще не ее тема, она туда не полезет. Ей надо, чтобы она и муж обеспечивали вот эту финансовую подушку. Подведем итоги. Нет, вот еще скажу. Как подруга она надежная и верная, у нее есть друзья, но сами козероги, они не флексибельны. Не флексибельны не в том плане, что она, например, не может ни с того ни с сего собраться и поехать там куда-нибудь на озеро, или там в путешествие, или еще куда-нибудь. Да, не запланированные какие-то поездки, расходы и так далее. Нет, она упрямая в своих установках, во взглядах на жизнь. Подводим итоги. Кто такие женщины-козерожки? Привлекательная карьеристка, скромная на публике, горячая без посторонних глаз. Она прекрасная хозяйка, но не домохозяйка. Ей нужно делать карьеру, покорять вершины какие-то на своей работе, в профессии. Считает, что все должны считывать ее мысли, и это, естественно, должно быть так. Достигнет абсолютно любых целей, не обманом, а двигаясь как тихий вездеход, делая четкие свои собственные расчеты, как она достигнет этой цели. Женщина-козерог видится мне как красавица на танке. Пока все будут смотреть на ее прекрасную улыбку, в это время она будет продвигаться четко, медленно, без каких-то задержек к своей цели. Вот так я вижу вас, девочки-козероги. Буду очень рада, если вы напишите в комментариях, насколько похоже это на вас лично. Исключения есть всегда. Я собрала лишь только те моменты, которые повторяются довольно часто именно у девушек-козерогов. Всех вас обнимаю и целую. С вами была Наташа. До новых встреч. Пока.